Всем привет! Это творческий альманах Артификс и я, Николай. Рубрика «Как читать искусство». Сегодня мы приготовили для вас нечто особенное. Поговорим об одной из самых... Ну хватит интригу нагонять. Давай лучше выпьем. Наливай. Давай, Митя, выпьем. А что тебе налить-то? Того, что требует этот мир. Того, что требует этот мир. Знаешь, когда ты такое говоришь, мне сразу вспоминается Эрнест Хемингуэй. Он говорил, что мир этот требует иронии и жалости. Поэтому сделаем мы с тобой следующее. Мы с тобой возьмем капельку иронии, добавим туда пару десятков миллилитров жалости. А в итоге смешаем все это и получим коктейль. Знакомься, сад земных наслаждений. Давай музыку поставим, чтобы настроение было. Музыку. Знаешь, а музыка действительно под сад земных наслаждений Босха хорошо ляжет. И тут один очень важный момент. Босх-то музыку ненавидел. И музыкантов терпеть не мог. Он их всех в ад отправил. Впрочем, самого себя маэстро тоже в ад отправил. Знаешь, за что? За алкоголь. Ну что, врубаем? А давай, врубаем. Знаешь, настоящее имя Босха было Ярон Антонисон ван Акен. И даже это для многих сегодня остается тайной. Что говорить о названиях его картин? Их сейчас не знают, все это было придумано впоследствии искусствоведами. А еще деталь. Эта деталь состоит в том, что многие символы, которые изображены на полотнах мастера, тоже потеряли свое значение или изменили это значение. Как-то так. Так совсем с течением времени бывает. Все меняется, забывается. Сегодня одно, завтра другое. То-то и оно. Многие сегодня считают Босха художником, который только и делал, что изображал всякую психоделическую хрень. Но ведь это совсем не так. Босх был одним из самых образованных людей своей эпохи и блестяще разбирался в Библии. Самое главное, он был грамотным человеком. Поэтому своими картинами он прежде всего хотел донести главную суть Библии до простых людей, которые были неграмотными. И именно поэтому он избирает систему триптиха. Ведь триптих — это совсем необычное полотно. Мы должны подходить к нему как к многоуровневому тексту. И здесь что мы прежде всего видим? Обложку. А после этого мы открываем створки и читаем этот текст слева направо. Как будто мы читаем роман. Ну да, с книжками всегда все непросто. Я, кажется, где-то читал-то, что даже образ сатаны как духа зла появился из ошибки в переводе. Ну, когда Библию на древнегреческий переводили. И знаешь, здесь ты тоже прав. Дело в том, что Босх, конечно, великолепно знал Библию, но знал-то он тот вариант, который принят в католицизме. А это тоже перевод, с греческого уже, только на латынь. И там тоже были свои ошибки. Так, например, святой Иероним, когда переводил слово «источник», не знал, какое точное ему определение подобрать, и поэтому перевел это как «фонтан». А Босх жил-то уже в Средневековье, он знать не знал, как фонтаны выглядели, поэтому и включил свое воображение. А на картине «Сад земных наслаждений» они представлены аж на двух створках сразу. Это видно, и это совсем не похоже на фонтан. Но знаешь что, Мить, давай вернемся в начало. Перед нами снова закрытые створки. И что мы на них видим? А на них мы видим картину Земли. Это плоская поверхность в сфере. В левом верхнем углу мы видим самого Бога. Он сидит и смотрит в книгу. А рядом надписи: «Он повелел, и явилось, Он сказал, и сделалось». Знаешь, это прямая отсылка к Евангелию от Иоанна, где сказано, что все на земле началось со слова. Вспомним цитату. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Смотрим на землю. Цвета там блеклые, животных нет, людей нет. Это тот момент, пока слово, которое запустило весь механизм жизни, еще не произнесено. И вот тут-то мы и открываем створки. Да, давай откроем и выпьем еще. Давай, почему бы нет? Салют, чертяки. Давайте выпьем. Держи. 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 Ну и мне. А мне по губе.
Будем. Будем. Пошли вон. Смотрим на левую створку, видим, как жизнь на земле рождается, как Адам животных нарекает, а тут в центре еще и фонтан. И вроде бы рай, и вроде бы все хорошо, но знаешь, не совсем. Босх ведь скептик, страшный скептик, для него не существует ничего идеального. Вот и здесь видим, что прямо в центре фонтана сидит сова. Сова? А что тут такого необычного-то? Ну, символ мудрости. Ну, как тебе сказать, символом мудрости сова была только в античности, а вот в Средневековье она совсем уже иначе воспринималась. Ведь подумай, раз, птица ночная, а ночь значит дьявол. А помимо всего прочего, за что, по-твоему, Адам и Ева из рая выгнали? За то, что они вкусили плод от древа познания добра и зла, то есть знаниями начали обладать. Вот и пошли вон, например. И так получается, что в раю у нас не все идеально. Во-первых, дьявол там сидит. Во-вторых, ты посмотри, сколько странных черных фигур вылезает из разных совершенно мест. А помимо всего прочего, не кажется ли тебе, что в этом раю как-то уж слишком много смертей и убийства? Еще несколько важных деталей. Смотрим уже на центральную часть. Вот она настоящая оргия, вот она настоящая вакханалия. Только отпустили людей, те все сразу в пляс пошли. Смотрим и видим по центру пруд. Кто в пруду? Голые бабы с яблоками. Ну, совершенно понятный символ. А рядом что? А рядом мужики голые. На разных транспортных средствах. Будь то кони, единороги, рыси и прочая всякая фигня. Разве не символично? По-моему, так очень символично. А сколько здесь ягод, и сколько здесь людей, которые жадно эти ягоды пожирают. А что такое ягоды в средневековом мире? Это ведь символ пустых удовольствий, иллюзий, неизбыточных надежд. Ведь ягода считалась плодом, в котором нет никакого вкуса, который не дает никакого насыщения. Из-за этого это и есть символ иллюзий. А дальше, последняя самая деталь. Смотри, сколько здесь жемчужин. Ведь жемчужины – это ведь символы человеческой души. Но где эти жемчужины? Они же ведь в грязи разбросаны. Да, прям как в жизни. А знаешь, что у нас справа? Справа у нас ад. И в этом аду что мы видим первым делом? Музыкантов, которых Босх настолько сильно ненавидел. А одному из этих музыкантов взял и ноты прям на жопе написал, понимаешь? И все остальные, другие, прям по этим нотам на жопе и играют. Только это уже не музыка, это уже просто какое-то страдание, мука какая-то целая получается. Прям как концерт пошлой Молли. И, господи, как же я здесь с тобой согласен, да. Сам бы этих недокобейнов в ад поместил. Но дело-то в другом. Смотрим мы чуть выше и видим самого художника. Как это так? Взял он себя и прям в центре ада разместил самой большой фигурой. И знаешь за что? За алкаху, Митя, за пьянство. А что нам об этом говорит? Смотрим мы на ноги этого существа. Это же ведь высохшие стволы деревьев, которые врастают в корабли. Вот он, символ шаткой, нетрезвой походки. А вместо тела у него, знаешь что? Кабак. А в кабаке пируют черти. Пируют, чтобы потом родиться в голове художника, пройти караваном и потом выплеснуться на полотно. Безжалостный к людям, Босх и к себе был безжалостным. И в итоге поместил себя прямо в центре ада. Его картины уничтожались. О нем надолго забыли. Но в 20 веке, и это еще раз говорит о том, что настоящее искусство бессмертно, в 20 веке со всеми его ужасами, с Первой мировой войной, со Второй мировой войной, с нацизмом, со Свенцемом, вдруг Босх оказался таким милым, таким родным, таким близким, таким, черт подери, понятным. И вновь ожил. И знаешь, после того, как Ницше сказал о том, что Бог умер, у людей осталось только одно. У людей остался Босх. Поэтому выпьем за это. Выпьем за Босха. С Босхом по жизни, Митя. И с Босхом до конца. Будем. Это был Николай Жаринов и творческий альманах «Артификс». Рубрика «Как читать искусство». На этом у нас на сегодня все. Встретимся через 2 недели, и будет нечто особенное.
Мы поговорим с вами о картинах Франциско Гойя, и в том числе о его полотне «Сатурн, пожирающий своих детей». Сами просили в комментариях. И по поводу комментов. Обязательно ставьте лайки, обязательно оставляйте в ваших комментариях, о каких картинах вы еще хотите услышать. И мы об этом точно поговорим. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал. И еще в конце у меня для вас есть небольшой опрос. Мы тут планировали запустить новую рубрику. Она касается того, чтобы я советовал вам, что прочесть. Это не только классика литературы, это в том числе и современные писатели. Поэтому, если такая рубрика в моем исполнении будет вам интересна, ставьте плюсик. Если нет, минус. Ну что же, до новых встреч через 2 недели. Пока.